Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень нежного и вкусного торта. Мы с дочей этот торт очень любим и часто его готовим. И я хочу, чтобы сегодня вы со мной его приготовили. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Я сразу разделила 5 яиц на желтки и белки. И очень важно, чтобы там, где белки, обязательно емкость должна быть обезжирена и сухая, и также венчики. Белки отправляю в емкость. У меня яйца комнатной температуры. Добавляю щепотку соли. Сначала взбиваем до нежной пенки, потом будем добавлять сахар. Пена у нас образовалась. Добавляю 50 грамм мелкого сахара. И нам нужно взбить до устойчивых пиков. Вот посмотрите, белки готовы. Массу переворачиваем, масса не вытекает. Желтки добавляем ванильный сахар, где-то грамм 3. И нам не обязательно взбивать. Просто смешиваем хорошо до однородности. Готово. Чтобы белки не опали, понемножку добавляем взбитые желтки и снизу вверх все хорошо вымешиваем. Масса должна быть вот такая воздушная. И сейчас добавляем сюда муку 80 грамм. Я все через сито, чтобы не было комочков. Какао 3 столовые ложки. И разрыхлителя 1 пакетик. Здесь 12 грамм. Все просеиваем. И также лопаточкой снизу вверх вымешиваем до однородности. Хоть масса у нас изрядно села, но в любом случае мы ее не приминаем. Здесь очень много внутри пузырей. Все, масса готова. Форма у меня 22 сантиметра в диаметре. Основание выстелила пергаментной бумагой. И сейчас смазываем растительным маслом, либо вот так, как я, опрыскиваем. Духовку я уже включила на 180 градусов. Выливаем все в форму и распределяем ровно. Выпекаем при 180 градусах 20-25 минут. Проверяем деревянной шпажкой. Отправляем в духовку. Приготовим крем. 300 мл охлажденных сливок, 33% жирности. Отправляем в миску. Сюда же отправляем творожный сыр. У меня маскарпоне 150 грамм. И сюда же добавляем 3 столовые ложки сахарной пудры. Взбиваем на низких оборотах до загустения. И добавляем 2 столовые ложки какао. Просеиваем через сито, чтобы не было комочков. И все взбиваем до однородности. Крем готов, он получился очень воздушный и нежный, а тем временем уже готов и бисквит. Дадим ему немного остыть, а пока займемся пропиткой. На пропитку мне понадобится 3 столовые ложки питьевой фильтрованной воды и 2 столовые ложки сгущенного молока. Я считаю просто идеальное сочетание. Это пропитка и шоколадные коржи. Все готово. Идем собирать торт. Я разрезала бисквит на 3 части. Верхушка у нас пойдет на посып, на крошку. И я разделила на 2 одинаковых коржа. Посмотрите, какие они получились у нас пористые. И для того, чтобы торт получился очень вкусный и нежный, обязательно нужно хорошо пропитать оба коржа. Я разделила визуально крем, и нам нужно сейчас нанести ровным слоем крем между коржами и покрыть также сверху и с боков. Для стабилизации торта мы обязательно его отправим в холодильник. Боковинки тоже хорошо пропитываем пропиткой и наносим сверху крем. Немного крема я отложила для украшения торта. Итак, шпателем проходимся, завершающий этап. Отправляем торт в холодильник для стабилизации. А пока приготовим ганаш. Итак, для ганаша мне понадобится 100 мл сливок и также 120 грамм шоколада. Мне нужно все это разогреть на огне. Не доводим до кипения. Все хорошо смешиваем до однородности. Достаем из холодильника тортик и полностью покрываем его ганашом. И снова отправляем в холодильник хотя бы на минут 20 для стабилизации. Крошка у нас тоже уже готова.
И сейчас мы оформляем вот таким образом наш тортик. Покрываем бока, когда будем посыпать сверху какао, они будут очень бархатные и красивые. Очень нарядно смотрится такой тортик. И вот посмотрите завершающий момент, когда вы можете украсить фруктами. Я буду украшать кремом. Вот такие красивые, незамысловатые розочки наношу на тортик. Крем очень нежный, ложится великолепно. Сверху посыпаем какао, немножко крошкой, и наш торт готов. Посмотрите, какой он красивый. Для стабилизации отправляем его в холодильник хотя бы на 1 час и будем пробовать. Итак, дорогие друзья, торт получился просто великолепный, очень нежный, очень ароматный и вкусный. Всем настоятельно рекомендую приготовить такой торт. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.